Ко второму дню капуста уже хорошо пустила сок, увеличилась в объеме. И дважды в день беру и прокалываю ее палочкой. Выпускаю газики, посмотрите. Капуста получится без сторонних привкусов, запахов и очень хрустящая. О. Снова возвращаю, прикрываю. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Захотелось мне нежного пирога с капустой. И для него мне понадобится квашеная капуста. Сейчас покажу, как я квашу капусту. Выбираю вот такую вот плоскую, круглую, сочную, зимний сорт капусту. Она у меня очень плотная, хрустящая и сочная. О, посмотрите, какая красота. Шинковка. Все, шинкуем. Ножом. Давай, все на стол? Да, все да. Просто на стол делаем? Просто на стол делаем. Так пойдет? Ну, нормально. Есть еще разница, что ли? Конечно. Я же тебе показала на примере. Вот какие у меня тоненькие соломочки, а у тебя такие они как расплюснутые. А вот так, если перемешать? Сережа, давай не баловаться, а делом занимайся. Пирога хочешь? Конечно. Ну вот, тогда трем. Тогда продолжаю. Да, Сережечка, это тебе не болты крутить. Это искусство. Болты тоже крутить, это искусство, я тебе скажу. Согласна. Каждый должен заниматься своим делом. Короче, солнышко, я сделал это дело. Молодец. Тебе лайк. Убираем терку. И еще возьму ножом в нескольких местах, вот так вот, чтобы она не была слишком длинной. Отлично. Следующая терка. Морковь небольшая, граммов 100-150. На это количество в самый раз. И это есть. Сейчас немножко ее перемешиваю. Прямо на столе, друзья мои. Опа. Стол, конечно же, я хорошо помыла. О, какая сочная, хрустящая. Беру соль. На 1 килограмм капусты я использую 20 граммов соли, друзья. И снова все хорошо перемешиваю и немножко прижимаю. Совсем чуть-чуть, без фанатизма. Нам нужна хрустящая капуста, а не тряпочка. Вот так вот. Все. Как только капуста уменьшилась в объеме, можно раскладывать по баночкам. И все? Да. И все. И осталось подождать 2-3 дня, пока она заквасится. Беру банки и наполняю. Так. Немножко прижимаю. Капусточки-то у нас немножко получится, Сережечка. Ну ничего. Нет, в одну не влезет. Да, я смотрю, ты запихнешь. Нет, еще маленькую возьму. Беру тарелки. В них баночки ставлю, потому что капуста при брожении начнет подниматься. И вот так вот, хозяюшки, хочу показать. Когда я хорошо нажимаю на капусту, она вся в соке своем. Поэтому все прекрасно. Прикрываю крышками так, чтобы остался выход для газиков. Оставляю прямо на кухне на столе. На 2-3 дня буду за ней наблюдать. И также в течение этих дней буду делать одно очень важное действие. Я позже покажу вам. Все, ждем. Включаю духовку. Вверх-вниз, 180 градусов. Пусть греется, а мы займемся начинкой. Сковородку на огонь. Наливаю немного растительного масла. 1-2 ложки. Пусть греется. А я этим временем займусь овощами. Одну небольшую луковицу нарезаю на мелкий кубик. И ничего не жду, сразу выкладываю в сковородку. Небольшую щепоточку сахара. Пусть начинает обжариваться.
В начинку можно добавить свежей капусты, картофель или, как у меня, один сладкий перец. Будет вкусно совсем. Можно даже вареные яйца добавить, друзья. В комментариях мне писали. Ну, нарезаю на брусочки. Ой, какой ароматный. Слежу за луком. Как только он стал мягким, начал подрумяниваться, добавляю перец. И обжариваю все вместе. Перчик нужно довести до полуготовности, чтобы он был немножко мягеньким. А я за это время, друзья, капусту. Моя простояла 3 дня и уже полностью готова. На кухне тепло. Ее нужно слить жидкость. Я это буду делать вот так. В мисочку жидкость солью. Хочу проверить один рецепт. Закваску на жидкости из квашеной капусты. Слышали о таком? Вот я увидела в интернете, хочу проверить. И с вами, конечно же, поделиться. Когда овощи уже поджарились, добавляю капусту. Немного соли. Черный молотый перчик. Ну, можно побольше перчика. Ладно, что не сделаешь ради любимого мужа. Побольше так побольше. Кориандр люблю в капусту. Это, друзья, по желанию. И небольшой кусочек лаврового листа. Сюда. Перемешиваю и обжариваю 7-10 минут на максимальном нагреве. Стараюсь почаще перемешивать. Смотрим, что наша капусточка здесь. Ой, друзья, уже все прекрасно. Она хорошо поджарилась, приготовилась и очень вкусно пахнет. Все, выключаю нагрев и даю капусте немножко остыть. А сейчас, друзья, самое простое и быстрое тесто. В миску разбиваю 2 яйца. Сюда же неполную чайную ложечку сахара, чуть меньше соли. Все хорошо взбалтываю венчиком. К яйцам добавляю 400 граммов сметаны. У меня жирность 20%. И снова перемешиваю, чтобы яйца объединились со сметаной. 150 граммов просеянной муки. Добавляю 50 граммов манной крупы. И сюда же 10 граммов разрыхлителя. Перемешиваю. И добавляю в жидкую смесь. Ой, она прям сама сюда хочет. Ну так хочешь же. Пирог уже Сережечка хочет, да? Конечно. Это не сколько Сережа, а сколько Аня. Я вообще люблю мучные изделия именно с квашеной капустой. Вкуснятина неимоверная. Все хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Вот какое тесто получается. Гуще, чем сметана. Беру форму. У меня диаметр 20 сантиметров. Я ее застелила пергаментом. Тесто визуально делю пополам. Стараюсь большую часть немножечко на низ. А вот так вот, я думаю, будет достаточно. Распределяю по диаметру. И сверху выкладываю немного остывшую начинку. Ой, как она вкусно пахнет. Можно и так, просто с хлебушком это чудо съесть. И все же, друзья, пирог есть пирог. И сверху заливаю оставшимся тестом. Все до последней капельки. О, даже Вера подтвердила. Духовка уже нагрелась. Отключилась. Ну и пирог уже почти готов. Да. И последний штрих, друзья, кунжут. Он не сколько для красоты, а сколько для легкого хруста. Красота! Ставьте лайки, друзья, а я пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут буду ориентироваться. С Богом! Ой, горячо! Все. Пирог внутри. Я жду. Таймер включу, потому что я красотка иногда. Вера, что ты хочешь? Руки у меня пахнут, да? Вера, ты что только что поела? Да, скажу, у вас тут такие Вера. запахи. Такие запахи вкусные, да, Верочка? Она ой, знала, ой, куда смотри, попасть. что хочет, чтобы ее погладили, да?
Ты моя зеленоглазая красавица. Да. Да? Красавица? Ну говори, красавица. Да, отпусти, не любит на руках. Она такая очень свободная. Да, видите? Да. Аня, пирог уже пищит. Ровно 40 минут простоял в духовке. Достаем, друзья мои. Открываем. Ух ты, какой он красивый. Посмотрите, какая красота. Класс? Класс. Достаем. Опа. И вот так вот. Оп. Анечка, это просто шедевр. Скажи. Дадим немножко ему остыть и будем вынимать. Ну все же расщеплю. Да? Не будем мы ничего ждать. Мы так ждали этот пирог. Опа, посмотрите, какая красота. Это не пирог, это целый хлебушек. Вообще шикарно. Все, друзья, нет сил больше ждать. Та-дам! Опа! Посмотрите, какой красивый. Пористое Вообще тесто, шикарно. он такой мягенький и очень ароматный. Оп. И практически не осел. Вообще класс. Покажи, Сереж, что он такой же и остался. Капусты надо было больше. Да, друзья, капусты побольше. Знаешь, что мне нужно еще для полного счастья, Сергей И Николаевич? что? Друзья, не могу удержаться, а сделаю еще вот так. Я просто обожаю этот пирог со сметаной. Угу, я не успела. Пока ты там ля-ля-ля, Лясим, прясим, да. А я возьму пирог и буду пробовать. Ну давай. М. Конечно, вкусно, я знаю. Со сметаной, скажи, класс. Капусты все-таки, друзья, побольше добавляйте. Это просто шикарно. Угу. Я постеснялась. М. Вкусно? Тесто просто тает во рту, да? Анечка, тебе лайк. Благодарю. А мне дашь хоть попробовать кусочек? Конечно, дам попробовать, но сначала пожелаю всем мирного неба, счастья, благополучия и самое главное, любви. Любите друг друга, будьте счастливы. Да. Солнышко, благодарю. держи. Ну давай. М. М. Тесто вообще шикарное, как ты и говорила. Да, хозяюшки, попробуйте добавить в тесто немножко манной крупы. Она его разрыхляет, и пирог остается таким же воздушным, не опадает. Серега, это очень вкусно. Короче, где мой этот кусочек, и я буду есть. Смотрите, он до сих пор держит. Класс. А мне капусты в самый раз. Не покажу. У меня есть первый пирог. Показать? Ну показывай. Вот. Это ответ. Сегодня девочка мне написала. И написала в такой очень доброй форме, что у нее там что-то не получилось. А я хочу сказать, если вы на кухню идете без хорошего настроения, то у вас получится вот такой пирог. Это один и тот же рецепт. Один и тот же. Вот, посмотрите. Есть разница? Между пирогами. Вот. Просто вот утром пришли плохие новости, и вот моя реакция. Тесто показало мое душевное состояние. Кецик. Ну ничего, мы съедим, он получился такой же вкусный, только вот такой вот. Тоже пористое тесто, видно, да? Видно, видно. Угу. Но И сравнить вот это. тоже очень вкусный. На вкус это не повлияло, только на внешний вид. Потому что внутреннее идет наружу. Аня, Серёж. сколько раз я тебе говорю, в этом мире все есть энергия. Да, это тоже вкусный. Он холодный, Сережечка, еще вкуснее. Так что, может, наберемся терпения? Там уже сколько ж можно, я уже есть хочу. Всё, Нет, всем друзья. приятного аппетита. Мы сегодня без терпения. Вот так вот. Один рецепт, одна духовка, одинаково все делала, только один получился пушочек. Солнышко, короче, давай кушать. Давай. Угу.